как достать, не повредив корни. Приготовила вилку. Сейчас попробую. Мне бы не хотелось нарушать эту посадку, но и корни могут прирасти к пластику. Да и достать это все довольно-таки сложно. Дорогие друзья, по многочисленным просьбам мы создали в Telegram канал из жизни орхидей. Если вам удобно и вы пользуетесь Telegram, то ссылка на этот канал будет оставлена в описании под видео. Мы там будем дублировать не только видео. В Telegram очень удобно показывать вам мои цветущие орхидеи с названиями. Предлагать вам статьи, которые представляют для меня какой-то интерес, а может быть и вам это будет интересно. Я не буду отвечать на вопросы в Telegram-канале. На вопросы я продолжаю отвечать на YouTube и в личных сообщениях в ВКонтакте. Подписывайтесь на Telegram-канал, если вам это интересно. Добрый день, друзья! Что-то не дают мне покоя орхидеи талумнии. Я вам их недавно показывала вместе с катасетумом. Ссылку оставлю на это видео в правом верхнем углу экрана. И мне очень хочется их пересадить. Я давно искала емкость, что-то такое очень воздушное, куда бы я могла их посадить, потому что все рекомендуют их поливать. Сразу должны быть просушены корни. Мне кажется, что это не совсем так. Но, в общем, я хочу устроить, как всегда, очередной эксперимент. Нашла вот такую емкость. Не могу назвать ее емкостью, но все-таки. Корзинку. Да, что-то типа корзиночки. И хочу 2 орхидеи поместить в эту корзинку, но особым способом. Ничего особенного в этом способе нет. Но когда появляется новая орхидея, всегда хочется получить как можно больше информации, хотя бы из нашей всемирной паутины, как же ухаживать, как они растут в природе, эти орхидеи. Но я видела, как у одной из моих подписчиц растут талумнии. Правда, у нее такая была круглая корзиночка. Их много, они у нее очень хорошо разрослись. Она мне объяснила, что опрыскивает их каждый день, и они у нее даже цвели. Но мои талумни еще очень молодые орхидеи. Им нужно разрастись хорошо, и, может быть, тогда они зацветут. И поэтому первая посадка была тоже экспериментальной. Но в нашей всемирной паутине написано, что они могут быть без грунта, как воздушные телансии. Но, честно говоря, я в это не поверила. Поэтому сделала вот такую посадку. Мешают как могут. Угу. Наш зверинец мешает нам как может. Я положила маленькое количество мха вниз. Потом такое же небольшое количество коры и опять вверху мох. И посмотрите, во-первых, растут корни. Вот сейчас по донышкам будет видно, что корни растут. Просушивать эти корни, да, они такие тоненькие, что они действительно просыхают за день. Вот поливать их в закрытых стаканчиках сложно, потому что чуть-чуть опрыскал, вода все равно скапливается внизу. Дня 3-4 не просыхает, верхние корни уже сухие. В общем, все это сложно. А подписчица моя, я была у нее в гостях, она мне объяснила, что она каждый день корзиночку погружает в воду, достает и
до следующего утра они прекрасно просыхают. Но у нее они были только в мху. И мне, я вам тоже рассказывала, что одна из моих подписчиц, Лариса, еще раз ей большое спасибо, прислала живой мох. Вот сейчас я и хочу сделать экспериментальную пересадку моих 2 талумний вот в эту небольшую корзинку. Как у меня и было. Вниз. Положу мох. Мох живой. Могу сразу сказать, он, конечно, высохнет. Но даже сухой мох обладает такой же влагоемкостью, как и живой. То есть впитывает воду он быстро и много. Вот как достать, не повредив корни. Приготовила вилку. Сейчас попробую. Мне бы не хотелось нарушать эту посадку, но и корни могут прирасти к пластику. Да и достать это все довольно-таки сложно. Я хочу вот так взять и переставить. Получилось. Теперь вторую. Так, это у меня вот это название. Кстати, у каждой талумнии есть название. Вот это должно быть, вот я понимаю, что-то розовое. Так. А вот здесь к названию прирос корень и даже пророс в отверстие этой бирки с названием. Сейчас покажу вам. Вот видишь? Корешок. А название у нее вот такое. Подожди. Оставлю и бирку. Так, этот старый мох убираю, а кору оставлю. Теперь немного теперь небольшое количество коры. Мелкой коры. Не люблю крупные куски для таких маленьких орхидей. Так. Этого достаточно. И сверху еще раз мох, но совсем чуть-чуть. О, Господи. Самое время. Сёма. Вот тут вы вправе задать мне вопрос. Почему я всегда говорю, что в фаленопсисы сверху мох класть бесполезно, а в талумнию я кладу мох сверху. Ответ очень прост. Ну вот еще раз вам покажу. Смотрите, какие тонкие корни у талумнии. Совсем маленькие
и тоненькие, а влага им нужна. Но при этом каждый день опрыскивать. Ну или опрыскивать, или погружать в воду. Попробую, как мне больше понравится. А для фаленопсиса, если в горшке фаленопсиса сверху лежит мох, высыхает мох мгновенно. Сейчас он влажный, я положила. Буквально через 3-4 минуты он будет сухой, потому что его здесь немного. Так вот, у фаленопсиса мох высох. Никакой влаги он в горшке не удерживает. Сухой мох. Каким образом он будет удерживать влагу? Значит, что вы стараетесь опять этот мох увлажнить? Вся влага попадает в горшок фаленопсиса и там и остается. У фаленопсиса корни толстые. Ну, сами прекрасно видите, какие у него корни. И когда там много влаги, корни начинают гнить. У фаленопсиса корни должны просыхать. Обязательно. А вы каждый день добавляете туда влагу, думая, что вы спасаете мох от высыхания. Поэтому мох для фаленопсиса, если он лежит сверху в горшке, он практически бесполезен. Это мое личное мнение. У вас может быть совершенно другое, и вам нравится класть в горшок мох, пусть он там растет на здоровье, или же сверху прикрывать мхом. Делайте так, как вы считаете нужным. Мое мнение я вам озвучила. Как же теперь в такой посадке с большим количеством отверстий поливать орхидеи? Я не только хочу их поливать, я хочу их еще и удобрять. Но удобрять не химическим составом, а я сейчас почти на всех орхидеях применяю аминосил. И если фаленопсисы нужно удобрять, поить корни, то как-то везде вот написано, что эти орхидеи можно удобрять по листу. Для этого у меня есть опрыскиватель, есть жидкий аминосил, и производитель рекомендует на 2 литра разводить 5 миллилитров аминосила. Но мне не нужно ни 2 литра, ни литр. У меня в опрыскивателе 300 миллилитров. Можно развести и на 100, как вам удобно. Путем нехитрых математических вычислений на 300 миллилитров нужно 0,75 миллилитра аминосила. Это очень удобно отмерять инсулиновым шприцем. Берем инсулиновый шприц и отмеряем. 0,75. Ну, 75 точно не получится, но такое небольшое количество аминосила развожу. Все мне не понравилось. И опрыскиваю. И мох в том числе. Будет сразу и полив, и удобрение. Потому что любым орхидеям удобрения очень нужны. Вот так. Надеюсь, что теперь талумнии будут расти более активно. А мы с вами понаблюдаем за процессом.
До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. А сегодня нам активно мешали Ричи. У него важные дела. У него ухо чешется. Юлечка не мешал. Ну, Семочка мешал. Ну, Семочка ушел. Ну, конечно. Опрыскиватель им не нравится от слова совсем.